dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Доброе воскресное утро, мои любимые девочки. Скоро буду открывать для вас новый воскресный влог и уже начинаю снимать новый. Вчера вечером к нам приходили наши друзья. Они вернулись из Италии. Тут покажу вам, что мне привезла моя Оля. Новая какая-то лимитированная, я так понимаю, версия от Rituals. Ну, мы с ней такое очень любим и всегда друг другу привозим. Моя самая любимая шоколадка. Я когда в Польше всегда ее покупаю, вот эта студентская. Кстати, она мне, по-моему, ее и показала пару лет назад. И теперь, когда я в Польше, я заказываю на Allegro целую коробку из 6 штук. Я их просто обожаю. Они такие вкусные, вот именно с грушей, хотя мне еще нравится и с виноградом. Не знаю, как называется это печенье, ну, наверное, как-то так и называется. Мы вчера уже с мужем вечером попробовали. Очень вкусное, такое прям апельсиновое. Вот так оно выглядит. Очень интересно. Здесь такая фисташковая паста. Я уже открыла на запах, если честно, не очень. На вкус очень вкусно. Такая маленькая баночка. И бьюти подарки. Кика, конечно, со своей родины. На самом деле, так, кто тут лезет нюхать? Это не тебе. Это не тебе, любимочка. Со своей родины Кика, моей подружки, как раз таки Оли, ее подружка весной привезла ей этот блеск. Я увидела у нее и попросила мне тоже, если она увидит, его купить. Вы знаете, что я фанат блесков Кика, я их просто обожаю. Так что, Оля, спасибо тебе большое. Очень красивый цвет. Он, конечно, не такой насыщенный, но он просто такой прозрачный на губах, но немножечко с блесточками. И такая вот пудра для бейкинга от Huda Beauty. Она просто заполнила весь ТикТок, все социальные сети. Мне, если честно, тоже очень хотелось попробовать. Я буквально пару дней назад подумала о том, что я никогда не делала себе бейкинг. Поэтому с вами сделаем, попробуем. Она такая розовая, очень приятно пахнет. Такая у нее пуховочка. Здесь вот на упаковке сзади есть подсказка, куда ее нужно наносить. Видите, под глаза, на подбородок, еще можно вот под скулу, хотя это именно в розовом цвете, поэтому ее лучше вот на эти зоны наносить. Прям так плотненько наносим, оставляем на 3-5 минут, и потом остатки просто смахиваем. Видите, какой у нее цвет? Она не должна сушить. Это не такая обычная пудра, которая там все подряд высушит, если ее много нанести, нет. Поэтому будем пробовать. Очень классный формат. На самом деле это такая, я так понимаю, мини-версия, но ее очень много, ее просто больше не нужно. Ну и в принципе это такой продукт, конечно, который каждый день не используешь. В общем, очень интересно. Спасибо большое, Оля. Буду все пробовать. Очень приятно. Жду, когда проснется муж. Пойдем с ним на раннюю воскресную прогулку перед завтраком. Бонечка тоже позавтракала и пошла досыпать к нему. Она просто прекрасный компаньон по сну, причем в любое время дня. А я в это время занимаюсь разбором посуды. Стараюсь делать это тихо, чтобы никого не разбудить. Но, если честно, не очень получается. Люблю с самого утра уделить несколько минут на то, чтобы дом был чистым. Конечно, после завтрака все равно кухня теряет свой внешний вид, но мне очень приятно находиться в порядке. Вы знаете, что я стараюсь поддерживать его каждый день и уделяю этому буквально несколько минут. Но каждый день. Утром я составляю план на день, планирую свой день, расписываю сначала самые важные задачи, и потом просто даже какие-то мелкие, чтобы их не забыть и чтобы их замечать. Делаю это либо просто в блокноте, либо в заметках в телефоне, так тоже очень удобно. Достала с сушки полотенца для кухни, я показывала вам их, они с Wildberries, мне они очень нравятся, я люблю, чтобы они были однотонными, и мне нравится, когда они именно такие махровые, они очень хорошо впитывают, ну, в общем, я люблю для кухни использовать вот такие. Они прекрасно переносят стирки, все с ними в порядке, хороший размер, поэтому оставляю напоминания в комментариях в виде артикула. И храню я их в таком ящике, тоже очень удобно. К водичке пришла. В общем, вышли мы в итоге только в 10 утра. Вы знаете, уже нет этой магии утра, потому что все проснулись.
Вообще в воскресенье в 7 утра самое лучшее время, чтобы куда-то идти гулять, потому что тогда вот действительно есть вот это вот волшебство. Волшебство утра. Никого нет. Тихо, спокойно. Еще нет никаких там газонокосилок, людей. Я взяла себе чай. У нас, кстати, сегодня прохладно. Вот только что вышло солнышко. Поэтому я даже так тепло одета. Люблю этот санитайзер от Зеленски, но с ним нужно быть очень аккуратным, потому что иногда он может протекать. Никому бы не хотелось такое. Но аромат, конечно, потрясающий. Так мы после нашей прогулки пришли позавтракать. Вкусненько. Так, у меня сегодня на завтрак, хотя уже, наверное, ближе к обеду, сырники с арахисовой пастой и бананом. И такое вот я уже его пью. Смузи. Здесь и яблоко, и апельсин, и что-то еще, я уже не помню. Саша все еще ждет свой завтрак. Бабонечка спит. И у Саши английский завтрак, он всегда его здесь берет. Очень сытно. Мы только что вернулись домой. Зашла на Валберес. Сейчас покажу, что забрала. Взяла маленький отпариватель, наверное, темновато, да? Мы сегодня так пасмурно. Взяла маленький отпариватель, чтобы брать с собой в поездке. У нас тоже отпариватель небольшой, но он как бы, я так понимаю, больше, чем этот. И этот еще и легкий. Не всегда в номере отеля есть утюг. А просить его каждый раз тоже не очень комфортно. Ну, в общем, он вообще недорогой. Я его по отзывам заказала, хотя, если честно, у этого продавца, у которого я взяла по этому артикулу, он какой-то так себе личный, но посмотрим. Он такой маленький, компактный, не занимает много места, не занимает много веса, что очень важно. Так, ну да, он тут совсем небольшой. Есть даже мерный стаканчик. То есть, как дорожный вариант, я думаю, будет неплохо. Почему-то он выглядит как утюг. Надеюсь, что мы не испортим свои вещи. А, наверное, когда нажимаешь, тогда будет пар. Хорошо. Давайте что-нибудь отпарим. Посмотрим, как это работает. Еще такая подставка. Ну вот подставку мне бы брать не хотелось. Еще и подставки с собой переводить. Странно, вот у него такая поверхность. Но я так понимаю, что когда нажимаешь на эту кнопку, тогда только пар. Смотри, какой маленький. Давайте попробуем. Так, девочки, я его даже не включаю, он издает такой странный звук. Надеюсь, что все нормально. А, это потому что я нажала. Ага. Ясно. Тогда это не он сам, это из-за меня. Нажимаю. Что непонятно. Ну да, горячее. Ну, наверное, нужно, чтобы он нагрелся. Секунд. О, кстати, вот да, 30 секунд примерно прошло. Ой, извините, мне одной рукой совсем. Ну, слушайте, хорошо. Отпарит вещи. Он стоит там вообще $15, грубо говоря. Прикольно. Можно брать. Не знаю, как это работает, но каждый раз, когда я положу свою одежду, она сразу же как магнит. Все, отпариватель беру с собой. Я пока очень довольна. Он довольно мощный. В него помещается, конечно, не так много воды. То есть много одежды вы не перегладите, не отпарите им. Но... Ну, за раз я имею в виду. Но просто добавила водички и все. Положу в такой мешочек. Всегда сохраняю мешочки, вы знаете. Буду собирать чемодан. Сейчас спущусь в
в кладовку, возьму наши чемоданы. Ой, горячие. В таком мешочке будем переводить. Это, конечно, пойдет в чемодан моего мужа, потому что у меня просто нет свободного веса для него. Я вам говорила, у меня отдельный ящик со всеми мешочками. Я всегда их сохраняю. Тут, конечно, от моих люксовых всяких сумок, обуви и так далее. Это все понятно. Но также и вот обычные там из Зары мешочки. Когда заказываешь Зару онлайн, обувь всегда приходит в каких-то мешочках. Поэтому вот я их так сохраняю. Всякие косметички тоже такие, всякие отпускные истории. Ой, девочки, не знаю, вы вот летаете с этими штуками? У нас есть всякие разные. Мы берем с собой, ну как-то вообще не пользуемся, мне кажется. В принципе, я не умею спать в самолете никак. Что буду доставать? Стайлер с собой Dyson свой всегда беру. Потому что мои волосы просто не высушить отельным феном. Косметички. Я всегда люблю все по категориям. Короче, пошла собираться, потом покажу, что у меня получилось. Доброе утро. Я опять одна. По крайней мере, пока что, потому что я прихожу всегда к открытию самое первое. Как обычно, понедельник начинается здесь. Мы уже завтра в 6 утра у нас поезд, потому что у нас вылет из Москвы в среду. Поэтому сегодня просто день успеть все. Но тренировка обязательно. Так, я только что вернулась с тренировки. Сейчас 11:20. В 13 часов у меня маникюр. За это время мне нужно... За час. Мне нужно помыть волосы, высушить их, одеться, собраться, выйти и поехать на маникюр. Вообще, в идеале мне нужно 2 часа, потому что у меня очень долго сохнут волосы, какой бы мощный фен у меня не был. Ну и плюс я там какую-то минимальную укладку делаю, поэтому я сейчас просто очень все быстро должна сделать. И еще хочу сейчас сделать такой пилинг, нанести на пару минут от лимба. Так вот просто по корням его вообще нужно оставить на сколько минут, наверное, на 10. Но у меня, конечно, такого времени нет, поэтому хотя бы на чуть-чуть. На 5-15 минут, ну вот минут 5 максимум побудет на мне. Нанесу проборчиком, чтобы хорошо очистить кожу головы. И вечером перед сном, наверное, сделаю себе укладку на носок, чтобы завтра, когда я проснулась, не знаю, высоко бы не завтра ставить в 4, пол-5, чтобы я была с укладкой. Сегодня, в общем, тоже, знаете, какой-то бешеный день. Там мне еще нужно по работе кое-что сделать, успеть. Потом приду с маникюра. Нужно помыть Бонечку, нужно собрать Бонечку, вечером ее отвезти. Муж еще не собирался. Ну, он там, конечно, сам уже, но все равно, знаете, а где это, а где то, как обычно, короче. Ну, хотя он не прям что-то такое спрашивает, но такие мелочи, типа... очки для плавания. Просто еще, знаете, последний раз в отпуск мы ездили зимой, и вот с этим переездом реально некоторые вещи, типа очки для плавания, вчера мы искали полдня. Он и в гараж съездил, и в кладовке мы посмотрели, в итоге они лежали в мешочке на очень видном месте. Так вот, нанесла, немножко помассирую. Ну и, конечно, еще я очень люблю оставить чистый дом, чтобы вернуться в чистый дом. Вот, поэтому такие какие-то мелочи. Ну, в общем, дособираться куча всего, как обычно. Вот, так что сейчас собираюсь, помою волосы и, боже, девочки, если честно, отдавать Бонечку мне всегда грустно. Я уже вчера целый день ходила, все ее жмякала. Она когда увидела, что мы вчера вечером перенесли чемоданы из кладовки, она все поняла. Обиделась и даже не пришла к нам спать. Такого вообще никогда не было, только утром пришла. Что все она понимает. Кстати, я все сложила, кроме расчески, но надеюсь, что я ее не забуду. Все, девочки, увидимся скоро. Так волновалась, что опоздаю. В итоге приехала даже на 10 минут раньше, и у меня есть время, чтобы пойти
Я, девочки, так хочу латте. Я нашла идеальный рецепт для себя по норме кофе, чтобы не делали больше, потому что мне, если сделают меньше, то я буду только рада, да? Что говорю, треть нормы кофе, пожалуйста. И они все понимают. И не делают больше, чем нужно. Все равно какой-то кофе крепче, какой-то для меня нормальный, но мне нужно, знаете, чтобы было молоко с привкусом малейшим просто кофе. Я пью очень редко латте, прям. Но мне так вкусно, мне так нравится. И вот когда я на маникюр приезжаю или когда ходила на тренировки, ну, оффлайн, то я тоже иногда выходила. Там такая хорошая кофейня, там вообще прям идеально для меня делают по мягкости. И мне вот иногда, знаете, такое баловство. Потому что я не пью кофе, мне не нравится вкус. Ну, часто я имею в виду какой-нибудь крепкий, и я плохо сплю, если его выпью. Поэтому вот так, только как баловство, чтобы себя побаловать. 12:48, супер, мне в 13. Пойду, кстати, к новому мастеру, потому что мне вчера подтвердили запись, а потом позвонили и сказали, что мастер моя подвернула ногу. Но большое спасибо, что мне предложили другого, потому что у меня нет выбора, мне нужно сделать сегодня. Все, я пошла. Так, и мое после. Все максимально коротко, нежненько, как я люблю. Зашла в Милу за своими любимыми гелями для бровей, потому что у меня что-то, я не знаю, где мои запасы, наверное, они закончились, что-то я не учла этот момент. И так, как обычно, беру салфеточки. Смотрите, какая красивая упаковка. Даже когда салфетки красивые, это все равно очень приятно в использовании. И бумажную еще взяла в сумочку бросить. Смотрите, какая она чистая, какая она вкусная, какая она мягкая и какая она грустная. Девочки, она понимает все. Боже, какая мягкость. Она сегодня будет спать не со мной. Пойдешь с Сашей миловаться? Иди, он тебя звал. Я уже, в общем, помыла Бонечку. Пришла домой. Уже 6:30. Нам через полчаса выезжать. Перед тем, как отвезти... Ну, в общем, мы поедем там в сторону наших друзей, куда будем отдавать Бонечку. И Саша там хочет еще заехать в магазин кроссовок. Он там забронировал свой размер. То просто далековато, не по пути нам было бы. В другой раз. Так. У меня, девочки, дома просто бардак. Как вас поставить? Невероятный. Все вверх дном. Я не знаю, когда вернемся, буду это все убирать, потому что я люблю оставить чистоту. Собираю Бонечкину сумку. Этой сумке столько же, сколько Бонечки. Ну, практически. Как только она у нас появилась, я ее заказала на Алиэкспресс. Давно ссылки нет. Вот она у нас уже 4 года. Вообще прекрасная сумка. Это я специально для Бонечки заказывала. Каждый раз, когда нужно сложить ее вещи, я воспользуюсь ей. Значит так, косметичку. Сейчас. На самом деле, для собачки тоже очень много всего нужно. Ой, какая косметичка. Я ее достала из коробки, она какая-то непрезентабельная. Я, наверное, ее мыла, и она так высохла, знаете, капли остались. Фух. В общем, надо Бонечке с собой, то, что я вам не покажу, потому что оно габаритное, это лестница, потому что она не залазит сама на диван, на кровать. Дальше лежаночка. Ну, все остальное я вам покажу. Косметичка тоже. Здесь у них шампунь, бальзам, мыло для лап, гель для мытья мордочки, там, для зубов, для глаз ватные диски, для зубов, всякие расчесочки. Ну, короче, реально много всего. Все собираю. Если честно, ну, вы знаете, да, что мне очень грустно прощаться, особенно когда мы будем спать в одном городе и не вместе. Ну, сегодня я имею в виду, потому что у нас завтра, как я вам говорила, поезд рано, и, конечно, в 5 утра, я думаю, что Оля же не были бы рады, если бы мы привезли Бонечку в 5 утра. Вот. Так, расчесочки и губка. В общем, настоящая девочка. Много всего. Дальше. Корм она ест вот такой. Вы часто спрашиваете, вот именно с ягненком. На самом деле мы очень долго ели корм Грандорф с такой зеленой полосочкой. Он как раз для маленьких собак. Он очень хороший, нам он очень нравился. Хорошая гранула, хороший состав, но у нее стали течь глазки. Мы немножко были в шоке, потому что
У нее начали течь глазки в 2,5 года, по-моему, в первый раз. Ну, вот прям, знаете, такой красненькой. Это такая особенность породы, это очень часто случается. Иногда это аллергия на что-то, на еду, там, не знаю, ну, на все что угодно может быть. Иногда проблемы с глазками, иногда просто такая особенность. И мы в тот момент решили поменять корм, ничего не менялось. Ну, вот мы стали есть этот, потому что он как раз-таки для белых собачек, и у Мальтеза очень часто едят этот корм. И у нас как будто бы прошло, потом снова появилось, и теперь я стала замечать, что оно появляется просто какими-то периодами. Это ни от чего не зависит. Конечно же, мы были не один раз у врача и консультировались, ну вот так. Поэтому, если вы замечаете вот эти красные дорожки, это не значит, что она какая-то грязненькая, это просто вот такая вот особенность, эта слезка окисляется уже на ней. То есть она вытекает прозрачная, но потом становится такой вот, когда высыхает, такой вот красненькой. И пока ты это не срежешь, а это очень долго, то есть, не знаю, там пару месяцев, оно никуда не пропадает с мордочки. В общем, я вам как-то уже рассказывала, что корм, мисочка для воды, очень хорошенькая, я покупала ее года 2 назад точно на Wildberries. Мисочки для еды. Сейчас я это все тоже сложу в мешочек. Как я вам говорила, Бонечка остается у наших друзей. Никому не доверяю, как им, если честно, потому что это уже не первый раз. У них тоже есть собачка, они в одно время, у нас одновременно появились домашние питомцы, и, короче, никто лучше их просто не знает, что с ней делать. Салфетки, пеленки. Обычно я покупаю всегда 60/40, но так как их там двое сейчас будет, ее друг Пиксик и Бонечка, то я купила 60/60, потому что знаю, что Оля пользуется такими, которые побольше. Так, это, наверное, не буду в сумку пихать. Полотенце. Помыть лапки. И камера. На самом деле мы камеру используем только когда переезжаем. Знаете, первую неделю наблюдаем, как это она себя ведет, что она делает, как она себя чувствует, не боится, ну, в общем, так безопаснее. Так мы камеру не используем. Наверное, вот когда мы сюда заселились в нашу квартиру, может быть, раза 3 оставила камеру, смотрела, что она там, как, нормально, ну, потому что ей нужно привыкнуть. А так уже не пользуемся. Но в такие моменты, когда мы уезжаем, когда они остаются вдвоем, Оля тоже смотрит, что они там вдвоем делают, когда они уходят, когда их нет дома. Просто, знаете, ради интереса. Ну, наверное, все. Могла ли я что-то забыть? Могла, конечно, но, наверное, не критично. Попить. Какой попить? Мисочки, корм, пеленки, искупаться, лежаночка и лестница. Все. Вот, девочки, Бонечкин багаж, видите? 3 сумки. Девчонки, ну что, доброе раннее утро. Я собралась. Мы сегодня поспали. Блин, какое-то зеркало грязное. Поспали только 4 часа, получается, потому что очень поздно легли, пока там все дособирали. Зато я с такой укладкой на носки. Не знаю, как она продержится, неважно, но в любом случае это точно лучше, чем ничего. И решила поехать вот так в своих брючках этих. Они такие классные. И здесь в составе вискозы, насколько я помню. Ну, в целом они очень приятные. Поэтому я, когда будет тепло... Нет, ну там я, конечно, точно не буду их носить в отпуске, я имею в виду, но в перелет, в принципе, в них можно. Ехать в поезде в них можно. Очень комфортно гулять где-то. У меня, кстати, новый топ от Села. На Wildberries заказала его. Хороший трикотажный, и он не короткий. Мне кажется, что он не сядет. И решила надеть этот кардиган, потому что у нас сейчас точно прохладно, я вам говорила вчера, да? Сейчас может градусов 13. Ну и плюс, когда мы вернемся, неизвестно, что будет. Все, уже ждем такси, поэтому бегу обуваться. Ну что, мы уже в поезде, в дороге. Ехать нам
В 6 часов, по-моему, что-то такое. Мне есть чем заняться. У меня просто целый список дел в заметках, но я себе еще скачала, ну, наверное, уже в самолете целый сериал, 2 фильма скачала. Очень хочу пересмотреть «Как отделаться от парня за 10 дней». Мне что-то в ТикТоке попадается. Я смотрела очень много лет назад. Такой приятный фильм. Он, по-моему, там что-то около 2 часов идет, что довольно много. Скачала «Завтрак у Тиффани». В общем, у нас дорогу туда, дорогу обратно, поэтому я много всего скачала. В общем, завтрак сегодня такой. Мы здесь берем всегда чай с бергамотом и лимоном. Это просто невероятно вкусно именно в поезде. И моя печенька, которую я очень люблю. И начну смотреть фильм. Очень он приятный, может быть, кому-то из вас тоже о нем напомню. Дубль 2, девочки, возвращаемся сразу же, потому что все-таки прохладно. Я так отпаривала эту рубашку, завязывала ее. Я, наверное, останусь в этих брючках, просто надену какой-то другой верх и кардиган. У нас на самом деле план без плана. Мы сейчас идем на поиски еды, потому что уже, наверное, начало 4-го. А мы... Ну, я съела одну печеньку, вы видели, мороженое. А Саша там немножко какую-то лапшу поел с овощами в поезде. Вот поэтому на поиски еды, а потом просто гулять. Девочки, всем доброе утро. Новый день. Я вчера особо ничего не снимала. Мы просто здесь уже не первый раз, поэтому мы особо просто гуляли. Гуляли, ели, потом пришли домой уже в номер, вернее, и уже отдыхали. Сегодня тоже проснулись, позавтракали. У нас вылет аж в 9 вечера и выселение с отеля в 12. Я просто, когда бронировала, я думала, что продлить номер, ну, мы хотели продлить до 4, ну, не составит никакой проблемы, но оказалось, вчера мы приехали, что продлить нельзя, потому что уже нет мест, поэтому нужно в 12 выселиться, мы оставим багаж и, ну, что-то поделаем, мы найдем как бы чем заняться, но, знаете, очень удобно было бы выехать в 4, чтобы поехать уже сразу в аэропорт, ну, в 4, в 5, потому что лететь 10 часов в аэропорт сильно заранее, пока с аэропорта доедешь там куда-то, ну, в общем, и так устанешь, и хотелось бы просто отдыхать. Поэтому, не знаю, все равно в любом случае мы будем на режиме энергосбережения. Сегодня особо что-то такое активное делать не будем, просто, не знаю, тоже пойдем куда-нибудь и, не знаю, посмотрим. Еще обещали дождь сегодня, но в итоге нет. Мы уже в любом случае одеваемся в одежду, в которой полетим, удобную, потому что переодеваться не будем, я только уже в аэропорту надену компрессионные чулки. Вот, так что вот так вот. Мы уже потихоньку собираем вещи, какие-то булки вчера покупали, непонятно зачем, которые остались, что с ними будем делать? Заберешь? Ну, конечно. Так, ладно. Собираемся. Я, конечно, с этой сумкой большой, я ее, наверное, тоже пока оставлю в багаже, а потом заберу вместе с чемоданом. Пойду сейчас с этой. Тоже вчера этот белый кардиган, девочки, весь был просто черного цвета, ну весь низ, потому что мы много гуляли, а еще мы тоже гуляли там в парке, и немножко мокровато было, короче, я его стирала, ну, наполовину. Он, ну, высох, но процентов на 90, наверное, как бы ему еще не помешало бы подсохнуть. Так что, ладно, как есть.
Длинный, конечно, ну, о чем я думала? Оно все как бы понятно. Возьму с собой очки, маленькую сумочку. Что все собираем. Вообще, вы, наверное, в шоке, что вышел влог, да? Я сама в шоке. В моем идеальном мире я бы только YouTube, если честно, и вела. Потому что вы знаете, что я это все дело очень люблю, но у меня еще есть Инстаграм, который я тоже очень люблю. И в любом случае мой режим один влог в неделю, он как был, так я и планирую его оставлять. Но иногда, возможно, если у меня будет время, то почему бы и да. Поэтому вы смотрите этот влог, и я жду от вас пальчика вверх очень сильно. В 2 раза больше, чем обычно. Чем в обычное воскресенье. Тоже, конечно, моя сумка, вот эта багажная, она не багажная, она с которой я лечу. Я решила полететь с этой сразу соломенной, чтобы не класть ее в чемодан. Она просто вся заполнена. Тяжеленная. Ну, ладно. Мне много всего с собой нужно. Я хочу брать планшет. Ну, косметичку там понятно. Еще беру косметичку, знаете, там, где просто умыться, смыть макияж. Ну, потому что лететь долго, зачем мне он нужен, тем более ночь. И там какие-то, я не знаю, спреи для лица, ну, термальная водичка, всякие кремы, салфетки, миллион всего, короче. Очки, какие-то камеры, зарядки. Так, эта сумка со мной. Этот крабик в багаж. Так что да, мы, наверное, будем с вами заканчивать этот влог. Я прошу прощения за ноги моего мужа. Как обычно, желаю вам самой прекрасной недели. А мы с вами увидимся в воскресенье уже в новой стране. Всем пока-пока.